готовится к релизу на ПК, Xbox и PS с очень интересным сюжетом экшен RPG от третьего лица The Last Ark. О ней сегодня мы и поговорим. Всем привет! Вы на канале Salsa Gamer опять, чтобы узнать, во что поиграть. Не забывайте поддержать видео лайком и подписаться на канал. Поехали! Уже больше года чешская студия Gold Knight сыпет подробностями о проекте The Last Ark. Последний Арикру. Издателем выступает Prime Matter. Нас отправят на планету Вардения. Это частично терраформированная планета, окруженная защитным барьером. Мир планеты представляет собой смесь фантастики и фэнтези, и население планеты после заселения заметно деградирует. Потому как на фоне сложных технологий вроде криокапсул местные разногласия решаются копьями, мечами, топорами и прочим средневековым оружием. На населенных участках планеты разгорается гражданская война между вот такими белыми людьми во главе с королевой и человекоподобными крысами. Вы будете играть за Сильвера, он потерпел крушение 350 лет назад и находился в криосне. Его будет кто-то или что-то и просит отыскать место, где она или оно находится. Такова завязка игры. То есть в этом мире главный герой никак не связан ни с кем. Как и игроку, ему все здесь предстоит узнавать впервые. Разработчики в особенности уделяют внимание сюжету. У него большая карта сюжетных поворотов, которая целиком зависит от игрока. В доказательство они приводят небольшой эпизод игры. В этом эпизоде вас придут к королеве в качестве пленника, и она спросит о работе громоотвода. Если сказать правду о том, что громоотвод не работает, то героя бросят в тюрьму. Одного из второстепенных персонажей убьют. Если же соврать, то героя все равно бросят в тюрьму, но второстепенный персонаж останется живым. В тюрьме же вы теперь окажетесь вместе, и вы можете бежать вдвоем, или же убить беднягу и забрать все его припасы. В ходе прохождения у вас будет много подобных ситуаций. Ваше решение никак не повлияет на внутреннюю карму, потому что ее тут нет. Есть только решение и последствия выбора. Например, поделиться с отрядом крыс аптечкой, а потом штурмовать вместе с ними крепость. Или же перебить их, забрать их припасы и выторговать у коменданта крепости награду. Или же поделиться аптечкой, а потом договориться с маршалом и заманить весь крысиный отряд в ловушку. Разработчики предлагают огромную ветку развития событий, которая в конце концов приведет вас к одной из концовок. Ваши действия будут влиять на ваш статус отношений с фракциями в целом. В зависимости от этого на вас будут реагировать ее представители. По мере прохождения будет меняться и мир игры. Главным образом от того, какая фракция какой частью мира владеет. Если с развилками сюжета у игры вроде бы все в порядке, то вот боевая система не так хороша, как ролевая. Изменить внешность героя нельзя, даже волосы ему поправить. По крайней мере в демо было именно так. Из главного героя вы можете сделать крутого ратника, лучника или техномага. Для этого у персонажа будет большая ветка прокачки. У кузнеца вы сможете улучшать свое снаряжение. В бою вы сможете использовать два вида атаки, блокировать удары противника и перекатываться, если вы играете за мечника. Маги будут расходовать ману и смогут закидывать врагов различными заклинаниями. И судя по имеющимся данным, полноценных спутников как Dragon Age и ей подобных игр не будет. Зато можно взять напарники друга. Вместе разрешено играть только на раздельном экране, по сети игры нет. Игроки могут работать совместно, например, заманивать толпу врагов в ловушку или каждый отправиться по своим делам. Никто этого не запрещает. Правда, смогут они брать независимо друг от друга квесты, пока не ясно. А то может у вас друг всю игру пройдет, а вы только первую локацию исследуйте. Исследование локаций будет поощряться тем, что можно найти спрятанные сокровища, оружие и затаившихся в тени боссов. Боссы будут как сюжетные, так и на них можно будет наткнуться в ходе исследования локаций. Боссы мощные, сильные и буквально могут закончить вашу игру одним ударом. Графика, судя по демке, будет неплохая, но, видимо, по большей части со времен Скайрима в РПГ она лучше не стала.
Единственный минус — это в демке периодически баговали и исчезали субтитры, а в некоторых диалогах их не было вообще. Что известно об игре на момент публикации видео, рассказал. Игра выходит 13 октября на ПК, Steam, Xbox S X и PlayStation 5. Русский язык будет в субтитрах. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вы приятно провели время. Забегайте обсудить ролик в Discord и ВК. Не забывайте отблагодарить меня лайком и подпиской, чтобы всегда знать, во что поиграть. Давайте обсудим игру в комментариях. Пока-пока и не бомби по пустякам.